Привет, друзья! С вами Фавионыч. Как только заговорил, сразу стало громко. Сегодня у нас очередной эфир, среда по средам, и тема будет сегодня связана с COVID-19 и Flickr. Как это связано? Ну, сейчас решим. Точнее, я вам озвучу, как Flickr это видит. Значит, смотрите, буквально на этой неделе Flickr анонсировал новый конкурс, а вы знаете, что проводились разные конкурсы. Напишите, кстати, как меня слышно, я сегодня без внешнего микрофона. Будем сегодня так общаться. Через специальные микрофоны. Я вас, кстати, послушаю сейчас. Как вы там, нормально дышите? Как у вас там, нормально все? Значит, конкурс следующий был. Был конкурс по макрофотографии, вы помните, где Фавионыч тоже получил Explore. Был конкурс по селфи, где у меня 3 Explore, я потом записывал видео, как попасть туда. Точнее, идет конкурс по деревьям. Ну и сейчас анонсирован новый конкурс. Компания Flickr анонсировала конкурс COVID-19. Все, что связано с COVID-19 как таковым, есть специальная группа COVID-19, но конкурс будет проводиться на всей площадке Flickr. Поэтому он анонсировал на группу Flickr Social, так называемый, да, сейчас я открою и почитаю вам условия, чтобы вы не сомневались, что это не Фавионыч придумал и какие-то там темные люди, а это официальный конкурс от компании Flickr. Значит, Flickr Social, группа, которая состоит на данный момент из 15 тысяч членов. Участвовать могут любые люди, которые зарегистрированы во Flickr. Без регистрации понятно, что никого там не будет. В чем идея этого конкурса? Сейчас я прочитаю. Сегодня у нас ведь среда, видите, я все-таки решил делать среду. Но мы затронем не только эти вопросы, и как поучаствовать в конкурсе, какие итоги канала, поговорим о фоточастье, рассмотрим мои достижения за год, и ближется 24 число. Вы знаете, что 24 числа 3 года каналу, поэтому, наверное, будет кому-то интересно, какие итоги у меня. Так, сейчас найдем группу. Flickr Social. Или Social, по-другому. Угу. Кстати, у кого не удается попасть во Flickr без регистрации, вы можете смотреть его на Fluider. Я уже об этом говорил. Ссылка обычно прикрепляется. Вот я открываю при вас Flickr Social группу. Вот она. И читаю условия этого конкурса. На данный момент в этой группе 742 тысячи фотографий и 89 дискуссий. Летиция Ранцера, которая отвечает за продвижение во Flickr. В принципе, она же анонсировала в прошлом году, когда должен был состояться апрельский конкурс, точнее, апрельское массовое мероприятие Flickr, фотовок. Ну, он отменен был, хотя Фавионыч его анонсировал, и все, в принципе, все подтвердилось. Значит, я читаю вам на английском, ну, переведу. Ну, все изменилось на COVID-19 за год или чуть больше. Социальное дистанцирование, ношение масок. Сегодня, видите, Фавионыч у нас тоже в такой маске. У меня там что-то еще под ремнем. Social дистанцирование, mask wearing, gradient return to normal areas. Ограничение пространства. В рамках проекта «Библиотека Конгресса сентября COVID-19 American Experience» мы рады анонсировать и опубликовывать фотографии, как COVID-19 повлиял на каждый день людей, грубо говоря. И, собственно, Pandemic Experience, так называемый. Значит, это в рамках фотографий, соответственно,
вы, тут она пишет, помните ли вы первую фотографию, которую вы сделали в новой нормальности, да? Так, упоминается именно такая фраза. Темы фотографии могут быть связаны с работой дома, потом независимых каких-то работников, не, скажем так, ну, обычных, да, потом дистанционное празднование, дистанционные какие-то праздники или встречи, запятая, новая нормальность и другое. И по скриптам. Мы спрашиваем вас также подумать по поводу вашей приватности. Потому что те фотографии, которые вы будете публиковать, ну, в общем, они имеют какой-то глубокий смысл. Дальше второй пост, который она опубликовала. Запомните, что по условиям американского закона COVID-19 American Experience Group она открытая и принимает любые комментарии. Поэтому можем, в принципе, напрямую сейчас зайти в эту группу. Называется она вот таким вот образом. Вот. Здесь тысяча человек. Это библиотека Конгресса. Соответственно, 2500 фотографий и 15 дискуссий. На данный момент здесь практически все фотографии связаны так или иначе с масками, какими-то движениями. Почему я этот вопрос стал публиковать? Потому что, ну, у меня не было практически видео по ковиду. Сейчас я его анонсировал. Почему? Потому что уже, в принципе, это можно делать. Итоги за 1,5 года можно уже некие подвести по фотографии, именно фотография, как ведет себя в ковид. Сформировался целый жанр, целый арт, по моему мнению, и не только, да, так что уже крупнейшие компании, которые занимаются и анонсированием чему-то, да, каких-то достижений, новых направлений, новых профессий, ну, это хорошая, да, собственно говоря, хорошая новость. Плохие мы сегодня не будем рассматривать, поэтому это явление абсолютно точно. Любое явление, как война, как какой-то запуск человека, впервые, там, как вчера запустился Безос, да, или неделю назад, вы знаете кто, да, то есть это все события. Поэтому фотографы, несомненно, там есть, и первые, кто подошел к будке, хотел сказать, к спускательному аппарату вчера, да, РСС, ступень первая на нем написано было. Первый подошел человек, кстати, интересное мнение, подбежал человек на машине, он первый приехал, и воткнул в землю шест, и подключил аппарат к чему-то. Я так подозреваю, это заземление было сделано, потому что было видно, что толстого сечения кабель, ну, это вот видение Фавионыча, да, так что, чтобы заземлиться во времена ковида, я думаю, что фотография как раз она позволяет заземлить эти события и, собственно говоря, зафиксировать, так и как любые события, которые с начала официального уже данных фотографий, это середина 19 века, они все зафиксированы. Поэтому этот конкурс подразумевает, что вы эти моменты можете фиксировать, не обязательно в этой группе. Я практически в разных группах это использую, иногда без групп. Но почему я эту тему открыл, именно сегодняшнюю трансляцию с этой темы? Потому что это действительно интересные возможности для фотографов. И вот сегодня мне с утра мой подписчик прислал очень интересную ссылку. Я делал фотографию буквально пару дней назад, и вчера у нас тоже совершенно фантастические были закаты. И поскольку у меня теперь стоит Rodenstock, если вы смотрите, да, ну, принципиально другой фильтр, я вчера проэкспериментировал, увидел радугу красивую, увидел, что тучи набежали. У нас сегодня, кстати, ночь, всю длинный дождь, у нас, наконец, первый дождь за месяц, наверное, который все ждали. Так вот, Василий Шуманев прислал мне комментарий на песню Владимира Высоцкого «Горизонт». Я прикреплю обязательно ссылку, посмотрите, потому что, ну, это пророк, никто уже не будет спорить, даже люди, которые считают себя экспертами, они не смогут спорить, что Высоцкий – это пророк. Значит, и вот, собственно говоря, да, кстати, он сейчас написал, мое предположение, снимок сделан из автомобиля через лобовое стекло. Очень сложно найти такую локацию на автомобиле. Ну,
Отвечу, во-первых, если он будет смотреть. Привет, Дин. Это фотография, во-первых, в черно-белой технике. Во-вторых, эта фотография сделана с балкона на 9 этаже на полностью закрытой диафрагме. Это фотография обрезанная, примерно 1/2 часть, верхнюю часть неба я обрезал. Вот она. Конечно, ее смотреть надо во фликере. Значит, я подобные снимки делал, и здесь интерес в том, что, во-первых, она существует у меня и в цветном варианте. Я вам покажу сейчас, немножко отойдем в сторону, но это все связано с фликером ковид, вот с этой обложкой, которую я сейчас, кстати, когда закончится эфир, я ее размещу. А можно, в принципе, и сейчас разместить, если эфир идет. Сейчас посмотрим. Если он уже начался, потому что не факт, что он идет. Нет, он еще не начался, поэтому, ну, обложка будет такая. Так вот, фотография сделана Sigma DP3M. Кто еще не знает, что это за инструмент и чем он отличается от всех остальных камер, которые созданы. Значит, я вам покажу серию фотографий, как это было. Это не монтаж, друзья. Это солнце снято напрямую, без всяких фильтров специализированных, на полностью закрытой и на полузакрытой диафрагме. Вот, в принципе, это моя новая заставка канала, друзья, которую я рисовал. Вот они, эти фотографии в цветном варианте. Солнышко, видите, сначала находится в верхней части, потом вот эта часть, видите, заходит. Здесь 2 горизонта. И вот в этой части, если это воображение вам позволяет, я уверен, что зрители моего канала обязательно все обладают, вы видите, что это, в принципе, даже похоже на какую-то землю, да, то есть это не просто несколько, здесь несколько горизонтов. Здесь вот один горизонт можно рассмотреть, да, он кажется, как будто это вот продолжение Земли. Но это можно усилить, друзья, в черно-белом варианте этот эффект. Дальше вот я снимал, видите, солнце вниз пошло, здесь еще больше эффект. Ну и следующее, видите, еще темнее, на разных диафрагмах. Я тут сместился, немножко изменил угол, ракурс, посмотрел, где будет лучше читаться сфера именно. Поскольку DP3M не имеет искажений, но, собственно говоря, я вам показываю, да. Дальше оно, видите, между горизонтами вот этими выходит. И здесь видно лучи, то есть на полностью закрытой диафрагме на 16. Это уже такой техника Color, которую я использую. Здесь этот эффект тоже есть, но вот эта часть, видите, красная, она мешает. Ну и, собственно говоря, потом я... Так, это мой Google. У меня, кстати, были вопросы по Google. Google фотографии, Flickr как связано. Можно связать, друзья. Так вот, почему песня Высоцкого «Горизонт»? Да? Там интересные слова очень, во-первых, песня написана давно. Ну, я обычно привожу в пример, когда занимаюсь съемкой горизонтов. Это песню Бона «No Line of Horizon». В принципе, тоже содержание примерно в нашем ключе. Горизонт, на самом деле, это такое понятие ума-разума, то есть и идти за горизонт, такие выражения, там просто вот нет горизонта или горизонт, линия горизонта, то есть, ну, по большому счету, это абстракция. Почему мы эту тему Потому что горизонт, на самом деле, событий, есть такое понятие, горизонт событий, да, он связан с релятивистской теорией, связан с распространением света, с черными дырами, то есть это некая граница, через которую невозможно переступить наблюдателю. Вот такое определение примерно, да. То есть свет оттуда не возвращается. Фотография тоже является неким горизонтом событий, да, который показывает какие-то события, но всегда есть подтекст. И когда мы говорим о стрит-фотографии, о пейзажных фотографиях, и особенно об арт-фотографии, которой я занимаюсь, есть некий подтекст в работах, который, может быть, сразу не виден, а по прошествии некоторого времени он начинает видеться. Поэтому, вспоминаю фразу, когда-то давно, когда я начинал канал, мне спрашивали, о чем ваши фотографии, один из подписчиков, наверное, спрашивал. Я ему говорил, что а как можно объяснить, о чем ваши фотографии? О чем ваша музыка, спросили Гендель или Моцарта, да? Там, или о чем вы, Рафаэль, сейчас у нас выставка в Питере, привезли работы, которые в Риме хранятся, да? Сейчас их можно увидеть. Отдышаться немножко. Сегодня, видите, попрохладненько, 18 градусов, резкое падение температуры в 2 раза. Так вот, к чему все это я говорю? А к тому, что, во-первых, меня заинтересовало то, что можно напрямую снять солнце, причем низко и с лучами, и в данном случае у этого солнца, у нашего солнца, нашего светила, видно структуру, видно, можно сказать, корону, видно лучи, то есть видно много чего.
Поэтому это источник наш. Фотографий, арта, жизни, всего. То есть это то, что, по моему мнению, определяет все явления, которые мы наблюдаем и чувствуем. В том числе связанные с погодой. Но поскольку социальная погода в этом году, в прошлом году обогатилась новым понятием, которое сокращенно ковид, расшифровывайте как хотите. Ну, я когда-то расшифровывал, что это компания VID. Как вы расшифровываете ее, это уже без разницы. Кто-то говорит про SARS, кто-то еще про что. Нас интересует тематика, касающаяся самих результатов этого явления, поскольку явление – это все-таки термин не связан с системой, а все-таки ближе к средам, наверное, да, и к сферам, да. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Вот Flickr сделал такой конкурс. Значит, что там будет отображаться и какие типы фотографий на моих примерах, на примере моих работ вы можете посмотреть, если вы в чем-то сомневаетесь. Я вам покажу сейчас вкратце альбом, который я создал давно. Он у меня есть. Есть альбом самый, наверное, интересный такой, для меня намного загадочный. Он в самом низу находится в моем списке. Это Limit Exposure. Ограничение экспозиции. Здесь собраны фотографии с разных жанров, но они имеют некий подтекст, который сразу не читается, но он там есть. Значит, а есть, по-моему, я сделал это давно тоже. Есть у меня альбом, который так и называется «Ковид». Сейчас посмотрю, где у меня там есть он. Так, Сайнарт. Кстати, Сайнарт можете использовать тоже. Посмотреть альбомчик, что это такое, чтобы понять, чем файн-арт отличается от сайн-арта. Стрит-ковид у меня он называется, друзья. В этом альбоме достаточно много фотографий. Ну, не то чтобы очень много, но я думаю, что 50-то точно есть. Чем они интересны? Во-первых, они сделаны в разный период ковида. Они так или иначе отображают мое видение этого явления. Они говорят о моем отношении к этому всему, да, ну и плюс они имеют еще социальный подтекст. Ну, вот, например, такая работа, да. Здесь внимательно посмотреть, это телевизор, перевернутый с отражением реальности нашей, который отражается реальное на сломанном телевизоре, на выброшенном на помойку. На помойке есть знак, есть число, так же, как у Карпентера в центральной сцене, в They Live есть число и дата. Ну и, собственно говоря, все там есть, и место. Здесь число 0719. Расшифровывайте как хотите, в принципе, знак есть. Дальше я вам покажу еще фотографии, которые более простые, наверное, для восприятия. Ну вот, например, вот такая фотография. Это снято здесь, в Питере, это новое здание Эрмитажа, хранилище. Здесь молодой человек выходит из этого здания. Но внимательно, если посмотреть, он весь в черном, он с рюкзаком, у него черная маска. С левой стороны знаки на здании нанесены, с правой стороны камеры. Тоже имеет отношение к ковиду. Есть вот такая фотография. Это сделано весной, после такого уже бурного шествия. Да, это сейчас скажу даже, когда сделано. Она сделана 10 июля, то есть когда люди как бы стали выходить на улицу. Это сделано на Петроградке. Женщина моет окна в технике Color, несмотря на то, что она не появилась в Explorer, ничего страшного, эту фотографию, кому интересно, он найдет. И женщина здесь тоже такая, в красном, уставшая. Вот эта фотография, это сделано в античном Сиде в Турции, пара идет, они тоже там в масках, но у него красный такой, видите, замотана вся голова, и навстречу смотрит человек, который ожидает хоть каких-то торговцев, да, покупателей. Пустая улица, которая самая центральная, которая обычно наводнена людьми, и никого там нет практически, тоже фотография. Там же не там же, да, ресторан, семейный ресторан, совершенно фантастический, тут будет в Анталии, зайдите обязательно, это очень старый ресторан, и я, проходя мимо, увидел человека, который вот в таком виде. Градусов 35 на улице, внутри там я зашел, там печка, они готовят пиде. Он в маске, температура там просто безумная абсолютно, там градусов 60, наверное, он там готовит, да, еще. То есть он так на меня посмотрел, ну, не то, что он злобно, а наоборот, как бы жалостливо посмотрел, что ему там совсем плохо. Это тоже имеет отношение к человеку. Ну, есть еще вот такие, да, это уже ближе тоже к сайн-арту.
некая реальность, которая вот заборчик, стекло, которое сорван полиэтилен, там сзади ничего не видно, какой-то сзади там какие-то дома, и два человека передвигаются на велосипеде, они попали вот в это окно. Вот у них это было время, когда они смогли выехать. Я думаю, что объяснять не нужно о чем. Вот эту фотографию я сделал в Москве. Ее, конечно, смотреть надо во фликере, потому что здесь две фигуры, которые, я думаю, что через этот дисплей, этой камеры 820, вы их, наверное, и не разглядите. На самом деле здесь два человека, они оба в масках, и, собственно говоря, они создают некий паттерн, а решетка создает некий паттерн таких вот заборов, я не знаю, и тень создает забор. То есть это тоже имеет право на жизнь, в эту тематику темы конкурса Flickr может зайти. Значит, ну и, наверное, самая удачная фотография, которая... Вот такая, кстати, фотография. Это тоже великолепное место, город Газипаша. Если вы смотрели мое видео, два видео или три я снял про Газипашу. Совершенно фантастическое место. Центральная площадь, место, очень красивый ресторан на открытом воздухе. И вот такое зрелище, да, то есть вот все стулья сложены в одну стопку, и вот официант ожидает посетителей. Она в цвете выполнена. Наверняка у вас тоже есть такие места, где такое было. Ну, вот это уже один из последних артов, да. Здесь вот огромное количество свободного от людей пространства. Это центр города, стрелка Васильевского острова. Здесь транспорта много, самокатов, велосипедов. Ну и черный баннер. Все, черная рамка. Так, дальше я покажу фотографии, которые на данный момент в моем рейтинге Flickr занимает первое место по лайкам. Это так и называется стрит-ковид. 18 декабря, это последняя, крайняя фотография прошлого года, 20-го, стрит-ковид она называется. Я ее снял в дождь, снял на очень высокой чувствительности. Место знаковое, сейчас скажу, 2000 чувствительность. Я снял в гостином дворе. На 89-ю позицию она зашла в Explorer. Здесь тоже есть знаки, здесь 12 шаров, символизируют 12 наших планет. И женщина с сумками в таком сгробленном состоянии идет по коридорам галереи гостиного двора. Это место всем известно, многие известные мировые фотографы здесь обязательно снимали. Я вам тоже рекомендую, но в яркое солнце здесь одна атмосфера, а вот в такой, в дождь, совершенно другая атмосфера. Несмотря на то, что здесь огромное количество шума, эта фотография имеет рейтинг фавов, ну, как бы фейвов, самый высокий, 564 фейва. Ну, у Сергея, который, если будет смотреть, у него выше есть фотографии. Ну, она мне очень нравится, несмотря на огрехи. И по поводу качества, по поводу зерна, разрешения камер, ну, я думаю, что это не про меня точно. Я в этом не разбираюсь. Мегапиксель не мерю. Потом, что еще показать вам, чтобы вы понимали, какая тематика может быть? Ну, может быть, свободная тематика, ну, вот не знаю, вот такая тематика. Да? Это схема, это сделано в метро. Есть в метро, кстати, очень интересно для съемки. Ну, есть вот такая фотография, тоже интересная. Вот такая. Это вид из трамвая, из кабины. Обратите внимание, практически все черно-белые. Есть вот такая вот некая мистическая фотография. Здесь, видите, надпись в небе такая, ничем не закрепленная. Вот такая трансформаторная будка красного цвета, и сзади какое-то здание огромное, в данном случае это гипермаркет большой. Сразу вспоминается фраза, что, как говорится, что раньше города строили вокруг церквей, вокруг там каких-то еще, потом строили вокруг молов. Ну, сейчас города строят вокруг молов новых. Что еще показать вам? Я сейчас уйду от этой тематики. Последнюю фотографию крайнюю покажу. Ну, вот это, например, да? Ну, такая. Напишите в комментах, что вообще вы думаете про эту фотографию. Давайте отойдем в сторону. Благодарен всем, кто подписывается. Я сейчас немножко все-таки решил обнаглеть и сделал себе небольшие заставки, такие, которые сейчас буду вставлять во все мои видео, где я буду призывать людей подписываться, смотреть, поскольку понимаю, что аудиально не все воспринимают, но, может быть, таким рефлекторным методом мне удастся достичь 1000 подписчиков, и я должен это сделать в этом году, потому что у меня очень большие планы на контент и на то новое, что связано с фотошколой, которая, вы знаете, уже работает, и, собственно говоря, которым я и занимаюсь. Значит, я полистал свою красную книжку, знаете, как у Кинга говорю, моего любимого, подскажите, у кого, какой психолог и экспериментатор.
в почете. Синхронистичность подсказка. Так вот, я открыл тут мои итоги, которые подводил год назад, и вот обнаружил, у меня тут такой сборничек был. Я писал, что у меня было 35 подписчиков. Вот итоги. Это было в 2019 году, да, в 2020. YouTube 35 подписчиков, видите, уже 180. Прошел год. Во сколько раз? Даже не сосчитать. Инстаграм 600 человек. Ну, в принципе, так и остался. Инстаграм, я думаю, что в ближайшее время я, наверное, скорее всего, ликвидирую. Тем более сигналы есть уже к этому, что он не нужен. Фликер 1200, но сейчас 1700. И 3 миллиона просмотров было, сейчас больше 6. Ну и Google здесь тоже 3000 фотографий и 6 просмотров, 6 миллионов. Сейчас 9 миллионов просмотров по Google, кто занимается. Кто, значит, ну вот я тут говорю о том, что 1000 фотографий бесплатно, Flickr, это обычная не про-версия. И про-версия это $8 в месяц, $60 в год, но чуть побольше, там 70, я не помню, 60 в отличие. Это об этом я говорил год назад. Ну, а на данный момент, видите, 182 человека, 450 видео мы отметили. Я лишнее подудалял все, которые у меня были закрыты. Закрыл свое продвижение на Патреоне, разорвал все связи, поэтому Патреоном не буду заниматься абсолютно. Не вижу в этом смысла, хотя кто-то умудряется каким-то образом заработать. У меня это не получается, поэтому я не буду тратить на эту площадку времени. Точно так же в ближайшее время, я думаю, что это будет в Инстаграме и в Фейсбуке. Что касается ТикТока, не знаю. Я там, в принципе, десяток роликов записал, очень коротких, но они ориентированы в первую очередь на самую молодую аудиторию с таким мышлением кликовым. Поэтому это, в принципе, такой эксперимент для расширения аудитории. Значит, лого, конечно, да, появилось лого, вы знаете. Вчера я допилил, до некоторой степени, я всегда экспериментирую, допилил свою заставку канала. Посмотрите, насколько она, может быть, кто-то напишет, что лишнее, может быть, что-то наоборот. Я тут укрупнил часы, у меня теперь вместо диафрагмы там идет. Диафрагма пускай для пестов останется, а нам нужна, что, выдержка, да, для фотографа. И я решил часы поместить. Ручные часы с цепочкой, там все дела. Ну и фотографии, штативы. Да, друзья, анонсирую, в ближайшее время пройдет неделька после моего выхода, который наловил хайпа по штативу на каждый день. Так же, как по сумкам на каждый день тоже наловил хайпа. Там у меня появились такие хорошие хейтеры, благодарен им очень хорошо. И я буду, наверное, в ближайшие 2 дня, если все получится удачно, благодаря некому спонсору, можно сказать, не спонсору, а помощнику, поучаствующему в процессе, разбирать новую тему по штативам. Так что не пропускайте, обязательно подпишитесь, потому что штативная техника, штативная тема сейчас архиважна. Я достаточно много изучил материала по штативам за это время, за эти годы, и в принципе, знаком и с производителями, и я имею в виду по технологии, что происходит, да, с отзывами людей, которые пользуются. Ну и у меня есть некое свое видение, которое я начал выкладывать еще год-полтора назад, когда, помните, еще снимал пластиковые штативы, показывал там обычные, потом все-таки нашел эндуро. Ну и сейчас очень сильно поменялся рынок штативов, я имею в виду ценовые образования. Это связано, конечно, с ограничением производств, это связано с авариями, никто не скрывает. Это связано с удорожанием каких-то технологий, особенно удорожание в несколько раз металла. Значит, соответственно, в ближайшее время, я думаю, что уже столкнемся с удорожанием, в том числе и карбоновой технологии. Она уже произошла, и вот если Сергей смотрит меня, я очень был удивился, что ценники на, например, пик-дизайн, да, они просто в 2 раза умножились. Почему это связано? Это связано, конечно, да. Не будем эту тему затрагивать, но кому интересно, напишите в комментариях по штативам, что вы хотите узнать. Какие есть доступные штативы, где покупать, насколько рынки, кстати, штативов очень сильно отличаются в разных частях. И еще обнаружил интересную вещь по рынкам, отличия по рюкзакам, потому что, например, для меня было шоком, что индийский рынок отличается от американского в 2-3 раза по цене, дороже, в отличие от даже российского. Значит, фоточастье. Меня такие мысли посещали, как совместить вот это время, место, обстоятельства. Ну, время, понятно, что мы выбирать не можем, мы можем выбрать только место. Поэтому вот фоточастье, счастье от часов с Фавелычем, или, грубо говоря, фоточас. Фото от часа, фото на час, есть такая штука.
Так, да, кстати, еще из итогов я стал пользоваться другой программой. За этот год я пользуюсь теперь LumaFusion для монтажа, поэтому кому интересно, напишите. Может быть, кто-то ищет программу для монтажа на телефоне, на компьютере высокого уровня, профессионального, и я вам могу рассказать про нее. В принципе, могу сделать даже обзор по LumaFusion. Уже до некоторой степени я ее изучил. Понятно, что там грандиозные возможности. Я их использую, там, не знаю, может быть, на 10% максимум. Ну, еще один итог – это подписчиков. Ну, я написал в 3 раза, там на самом деле больше. Видео в 2 раза количество, просмотров 3. Время просмотров у меня, к сожалению, не сильно увеличилось, там 3-5 минут так и осталось. Среднее, да, несмотря на то, что есть ролики, которые смотрят и по 40 минут, и по 30. Есть, если такие трансляции. Есть ролики, которые там 15 секунд не смотрят, пишут сразу минусы или хайты. Значит, ну, в общем, такие. Значит, теперь, что касается продолжения по фликеру. Значит, тема очень интересная. Почему? Потому что фликер – это некая среда уже. Это не просто система хранения фотографий. Хотя одной из тем, которые я сегодня хотел поднять, это использование фликера в работе. Да? Не только фотографами, но и дизайнерами. Я, кстати, пользуюсь в дизайне в своих каналах, и вот ныне, да, очень интересные программы, которые обнаружил через Инстаграм, через обсуждение потом по каналу. Называется она Canva. Слушайте, ну, или Canva, кстати, Дина подскажет, может, как правильно. В русском варианте обычно говорят Canva. Удивительная действительно программа, я оставлю ссылки. Для меня это было открытием, потому что, несмотря на то, что где-то года 2 назад я Canva открывал, но совершенно для других целей, и базовое ее приложение, оно так по-другому даже выглядит, там с плюсиком такое. Настоящая Canva, она вот выглядит вот как буква C такая, да, вот голубенькая вот здесь. А у меня стояла временно вот такая программа, так она, по-моему, вот она, что-то, плюсик какой-то, плюсик. Я ее поставил, но она бесплатная. Ну, понятно, что там ничего нет, но потом версия, которая действительно полноценная, абсолютно совершенно фантастическая штуковина. Я вам покажу кусочек, друзья, не буду, потом запишу отдельное видео. Создаете дизайн, и вот здесь, когда создаете дизайн, выбираете для чего. Так вот, для чего практически здесь все соцсети, презентации, там, не знаю, письма, визитки, все, что хотите. Короче, здесь их десятки, и настолько это увлекательно. Например, вот этот мой дизайн, который я только что создал, я его создал буквально за минуту, да. Вот, взял фотографию и дальше выбрал значки. Значки выбираются из списка готовых, их там тысячи. Соответственно, база огроменная, вы можете значки использовать, цифры, можете какие-то... Более того, эта программа работает с русским языком, то есть вы можете забивать по-русски, что вы ищете, и выбирать потом или логотипы, или какие-то слова, или как бы ассоциации. То есть это находка, на самом деле, для дизайнера. И поскольку я не люблю... Точнее, я практически раньше всегда использовал Photoshop для создания вот этих превьюшек, так называемых. Сейчас при переходе на Canva я, честно говоря, вообще просто обалдел. Потому что, например, маленькие короткие ролики, которые можно для истории в Instagram, ну, вот тоже это одно удовольствие делать, да, вот такой ролик, да, вот такое солнышко прыгает, там сзади вот то, где я сижу, там вот эта стена, которую я снимал, если вы смотрели ташкентский мой стрит. Внизу, видите, такие люди с руками там к свету тянутся. Ну и вот анонс моего лимонада, да. Буквы, кстати, тоже здесь я нашел. Поэтому огромное количество шрифтов гигантское. Причем вы можете лого там свой сделать, у меня там он сделан. То есть люди, кто интересуется вообще любыми проявлениями в цифровом мире, да, кто хочет освоить какие-то, делать какие-то небольшие шаги. И, кстати, да, ребята, я вам покажу сейчас, знаете, что еще? Как я в Canva сделал вот то, что я видел у всех практически на каналах, вот эта строчка призыв, да, я вам сейчас покажу, вот как она здесь, как она здесь работает. Причем, что вы можете делать это в любом разрешении, она вот кастомное разрешение, вот она у меня. Например, я сделал 2000 на 200, но вот ни у кого нет, я вот в таком разрешении сам придумал. Вот, и вот на 5 секунд, на 6 секунд я вот такую заставку сделал, видите. Здесь вот такая штука крутится, призыв, дальше вот колокольчик. Это первая моя версия. Потом у меня появилась версия уже, где код есть такой полноценный. Коты бывают неполноценные. Сейчас покажу.
Это уже заменено, да. Ну ладно, друзья. В общем, увидите. Так что, друзья, если вам интересно вот это, да, или вам нужно для чего-то сделать быстро такой, как это называется, это дизайн, да, по-английски, по-другому. Но, какой значок у меня, что это такое? Создать опрос, эмодзи от автора. Да, слушайте, YouTube поменялся. Я буквально вчера записал интересное короткое видео про ворон. Это, кстати, к юбилею канала я сделал. Почему? Потому что первое видео было такое, которое заинтересовало людей, как бы вороны, катающиеся на горках. Так вот, рядом с этими горками внизу вчера вороны пили из машины. Но это было настолько заворожительно, что я побежал за телефоном, все это снял, приблизил на цифровой зум и поснимал. Поэтому вот такие вороны. Сейчас я, кстати, вот пойду, найдет он ворону. Я не буду ков вводить, по-английски не буду. И напишите в комментариях, что вы вообще думаете про эти умные птицы. Малик не находил. Ну ладно, ничего страшного. А вот еще одна ячейка. Так вот, короткие видео изменился дизайн. Теперь это очень стало похоже на TikTok, когда вы собираете. Плюс есть возможность выбора 15-секундный ролик или минутный. То есть, ну, вообще по-другому стал собираться. Более того, если вы просто с телефона в плюсик загоняете, у меня, например, с 4 попыток не удалось загрузить этот ролик именно из родного приложения YouTube. Скорее всего, это баг реальный, который будут исправить, да, эмодзи от автора. А второй вот это создать опрос. Ну, кстати, очень интересно. Знаете ли вы, например, что такое Flickr? Знаете ли что такое? Посмотрите, напишите, как у вас это будет выглядеть. Это вот прямо в трансляции я сейчас сделал опрос. Я не знаю, где он высветится у вас. Напишите, появился ли он у вас в комментариях или еще где-то. Но то, что YouTube... Вот, кстати, песня Высоцкого. Да? Ну, больше я не буду вставлять, а то меня заблокируют. Не будем нарушать. Лучше по ссылке потом посмотрите. Поэтому, друзья, вот такие новости по поводу всего, что происходит в Фликере. Один человек смотрит, написано. Да, слушай, я не знаю, где опрос отображается. Может быть, он будет отображаться где-то в другом месте, но пока я его не вижу, что он отображается. Не вижу. Не вижу. А мы сейчас, кстати, попробуем пригласить кого-нибудь. Не приглашается. Надо копировать просто. Угу. Да. О, у меня какая-то штука здесь. Слушайте, да, идет какая-то сверху полоска. Я не знаю, есть ли у вас в чате полоска сверху. У меня такого голубого цвета полоска 0% и стоит «да». То есть кто-то, видать, ответил. Кто знает, что такое Flickr. И, в принципе, тут кнопка есть «Завершить опрос». Ну, вообще интересная мысль, потому что раньше опросы были, это можно было сделать, если у вас 1000 подписчиков, и делать уже в анонсах. Можно его, конечно, забивать в подсказках, да, но это нужно дойти до определенного уровня просмотра, чтобы попасть на эту подсказку, чтобы она выплыла. То есть, а теперь это все, в принципе, вверху чата закреплено. Слушайте, ну, мне понравилось, честно говоря. И я думаю, что для многих будет интересно задать там свой вопрос, там, или по ковиду, или по фликеру, или по другим темам. И кто ведет трансляции, да, кто делает стримы. Думаю, что тоже заинтересуется таким удобством, потому что действительно это ничего не занимает времени. Это, грубо говоря, сразу же идет подсказки для автора. И вы можете тут же, ну и
какой-то эмодзи добавить. Вот такую, например, да. О, это вам цветочек. Цветочек из Питера. Цветочек, цветочек. Да, такие примерные планы, значит, по фликеру, по штативам обязательно. Значит, плюс активировался интерес к не только путешествиям, да, но и к стрит-фотографии. Да, хороший уже сидеть, маска, ты здесь дистанцию все равно не соблюдаешь, нифига, блин. Что у тебя там? Викторина какой-то. Карандаш, что ли, викторина? А, это точилка. Точилка. Сразу какое-то слово неприличное в рифму. Точилка, точилка. Что точить ты собираешься, на кого? Штаны поправь, блин, вываливается хозяйство, все, ёпарасоте. На люди скоро идти стритом заниматься, а ты на люди. А ты вообще тут что, как непонятный человек какой-то. Да, вот стрит-фотографии. Как я обещал, месяц июль, который уже завершается, весь прошел со стритом. Там у меня огромное количество видео, гигантское. Плюс еще 2 не смонтированные. Я вчера начал собирать одно. Там будет мой небольшой уже микрообзор того рюкзака, который сейчас я стандартного, ну, обычных магазинах, которые продаются, Adidas, мое мнение об этом рюкзаке. И я буду рассказывать о тех приемах, тех принципах основных, которые нужны в стрит-фотографии. И, соответственно, выбор инструментов для этого. Видео не будет длинным, это будет влог. Недавно, кстати, посмотрел интересного человека, который написал видео, чем влог отличается от блога. Я, например, тоже так догадывался, но я не до конца знал. Примите, кстати, участие в вопросе, друзья, вот здесь, вот, с правой стороны, вот здесь, вот, в чате, вот здесь, вот здесь, вот там. Знаете вы, что такое фликер или нет? Ну, я не буду спрашивать, что такое ковид, знаете вы или нет, может быть, кто-то не знает, ну, напишите, может быть, свои комментарии. Какие вопросы бы вы хотели здесь увидеть? Может быть, кто-то сидит, собирает информацию. Помните, как в этом фильме, недавно, кстати, его показывали, «Отчаянный», не «Отчаянный», Челентано, Чиполлино, Челентано, Чиполлино, Челентано, Чиполлино, Тарантино. Помните, когда он там повалил на землю, и бармен рассказывает, что он его повалил на землю и начал получать информацию. Так вот, те, кто получает информацию, я думаю, что же для них интересно, что же люди ответят, да? Что же они ответят. Может, они специально ответят, не знаем, на самом деле не знают, они сами владельцы фликера, которые сейчас смотрят, поскольку партнеры, в Ильоныче много партнеров интересных, знакомых, и они тоже смотрят, ну, знают люди, что такое фликер или нет. Так вот, от темы отошли, от стрит-фотографии. Стрит-фотография – это не только фотографии людей, которые ходят на улице, да, там некие считают, некие люди, что это просто стрит-фотография, что ярким представителем там из самых известных, Анри Картье-Брессон, да, классик уже, еще там множество из моих и ныне живущих любимых. Кого бы назвать? Ну, Джакоба Коэна, конечно, которого я очень люблю, подписчик мой. И недавно, значит, в одном из, буквально пару дней назад, на первой позиции был человек, который считается одним из самых выдающихся стрит-фотографов, несмотря на то, что его не во все мероприятия приглашают, но, во всяком случае, его работы нужно вам посмотреть, потому что, во всяком случае, фликер представляет его как один из самых интересных людей. Я поначалу тоже не мог оценить его творчество, потому что у меня немножко другой стиль в почете, но присмотревшись, у него действительно есть очень интересное видение, и я сейчас попытаюсь найти эту работу, чтобы вспомнить его название, имя. Он тоже работает в классической черно-белой фотографии. Ну, кстати, по-моему, клоновская. Нет, это Болтон. Болтон, кстати, тоже интересный фотограф. Интересный. Тоже можно относить к тему ковида. Вот такая фотография. Кстати, да, Дина, если ты интересуешься фотографией черно-белой, я говорю, что это один из лучших инструментов для изучения и для того, чтобы освоить и увидеть вообще, что из себя представляет фотография современная. Ставили, не могу найти. Я просто не могу запомнить его имя.
хотя многие его знают. Так. Не получается найти. Это так было давно. Казалось, что это совсем недавно было. Ну, здесь просто есть вкладка «Те, которые вам нравятся фотографии», и вы когда их отмечаете, они у вас потом отображаются в ленте, и вы можете посмотреть, что же вы отмечали, или там кто-то может посмотреть. И вот, кстати, здесь вот я хочу упомянуть работу Сергея, если будет меня смотреть, которую он уже не хотел, разуверился в Explorer, но вот эта фотография попала в Explorer, причем интерес в том, что она зашла на цикле не 16 дней, а 24, практически на грани. Фотография интересная, Shadow, тень. Историю фотографии, если интересно, напишите, может быть, он вам расскажет в комментариях. Любая фотография имеет историю, поэтому наши, например, российские люди, которые отбирают для конкурсов, все в возрасте, которые, одна из них говорила, что для меня фотограф без истории я даже не буду рассматривать, просто отдельные фотографии мне вообще не интересны, только если есть цикл истории. Только в этом случае. Вот, кстати, нашел я его работу. Посмотрите, она на первой позиции была, 80 тысяч на сегодняшний день она набрала. Здесь отражение водителя такого в темном цвете, он, видите, такой, белые глаза. Фотография действительно... Таких фотографий вы можете сами сделать, да? Ну, скажете, ну, отражение водителя. Но здесь глубина взгляда, и взгляд, который показывает, плюс минимальная коррекция. Зовут его Алан Шеллер. Очень известный фотограф, несмотря на то, что у него всего 22 тысячи, но это много для фликера. Посмотрите его работу, я постараюсь не забыть прикрепить ссылку, а вы, кстати, напишите, дайте, что-то забываю. Если вы смотрите видео где-то, например, как Виктор мне написал, ссылку ты не прикрепил на тест Контины первый, да, фолдер моей любимой камеры, одной из моих любимых. Что-то мне душно стало дышать от этого. Это, кстати, прибор для не только извержения дыхания, а для того, чтобы оценить вибрации, микровибрации, вы можете вставить вот так. И те же самые штативы, изучить их вибрацию, если у вас слух хороший, у Фовеновича все нормально. У некоторых, кто смотрит, тоже отличный слух, даже лучше, чем у Фовеновича, поэтому вы этим прибором можете исследовать вибрации. По Тесла. Так что вот, Алан Шеллер, посмотрите его работы. Ну, многие мне не нравятся вообще, некоторые вообще, я считаю, что это такое странное, но когда вы в общем ключе посмотрите, вы увидите, что у него есть определенный стиль, определенный вкус и определенная тематика. То есть и он эту тематику продвигает, несмотря на какие-то провокационные фотографии мне не нравятся, да, но это мне сейчас не нравится. Может быть, пройдет 10 лет там, или там, 5 лет, и мне не очень будет нравиться. Так же, как вот почему я сегодня сделал тему Flickr COVID-19, потому что эта тема наверняка получит историческое большое глубокое исследование. Оно уже происходит, по большому счету, в теме, да, политологи некоторые, да, есть политологи, есть глобалисты всевозможные, которые изучают проблемы, да, глобальные прогностики, ну и там разного вида, да. Они уже изучают этот феномен, изучают особенно пристально то, что произошло в социуме, поэтому Flickr – это про социум, почему группа Flickr social, социальная, да, вот собака тут такая, видите, такая собака у него тут, собака, какая собака! Ну, собаки у меня тоже есть, я, правда, редко их снимаю, но у меня у самого собака была когда-то, поэтому... Но иногда интересно получается работать с собаками. Так, что-то мы тут подзасохли, наверное, никто не хочет заходить, но ничего, зайду. Я уверен, что это произойдет, и все будет нормально. Так, у меня пока 0% ответ на вопрос, никто не отвечает. Ответов нет, нет ответов. Так, еще я хочу что сделать? Я хочу сделать следующее. Я хочу отправить это в... А куда можно, кстати? Facebook Messenger. А можно отправить это просто в Facebook, с которым я хочу завершить скоро. Ну, не знаю. Чего там завершить через другой. Да, у меня что-то странное с Facebook произошло. Опять меня хочет куда-то войти. Куда-то вступить, помните, как это? Куда вступил, как в анекдоте? Никуда не вступил, просто вступил. Вступил! Да, ну попробуем еще, я думаю, что пару недель потестировать Facebook. Ну, я, честно говоря, уже перестал в него верить.
если он что-то глобально не изменит. Ну, пока. Как-то это все, как-то еще странно все это, все очень странно происходит. Весьма. Так вот, что же дает участие в этом конкурсе, расскажите вы? Ну, просто как это, призы, да, розыгрыш призов, все хотят розыгрыш квартир, и что там предлагают, автомобили, миллионы, плитку тротуарную, еще что-то предлагают, кто по-разному всех. Производства какие-то, преференции. Нет, это просто конкурс социальный, поэтому в качестве призов вы сможете увидеть, и вас могут увидеть миллионы людей, ваши работы, ваше видение, то, о чем я говорил. И цифру я эту еще раз повторю, друзья, потому что уже можно повторить. Общее число пользователей компании, хотел Flickr, сервисом или платформой, я более правильно сказать, платформа Flickr, хотел протереть или нет, протру вас почище. 13 миллионов человек. Много или мало, ну, сами решайте. Значит, количество людей, попадавших хоть когда-то во Flickr, в X-ленту Explore, 500 лучших работ каждый день отбираются, это около 100 тысяч. Ну, то есть в 1000 раз меньше. Правильно считаю? 10 миллионов, 100 тысяч. 100 раз меньше, да, 10 тысяч. Так, здесь 100 тысяч, миллион, 10 миллионов, 100 раз меньше, да. Да, и, кстати, вчера Дэвид Крак, которого считают многие, что это бот Flickr, ну, как бы до сих пор неизвестно, он ответил в комментарии, и кто-то написал в комментарии, что действительно просочилась информация, что ежедневно примерно робот отбирает 14-15 тысяч фотографий для ленты Explore. То есть это не значит, что 14-15 тысяч всего выложили все. Вкладывается гораздо больше фотографий, даже не сомневайтесь. А вот, ну, это понятно, что людьми, которые занимаются фотографией, это не те, которые просто там что-то тырят. А это творцы, как бы, такие же, как Фарионович, тоже, кто создает что-то, контент. Из 15 тысяч получается 500 штук. Ну, там была указана 450, потому что 50, я так понимаю, что уже понятно, кто 50. Ну, не сомневайтесь, это те, кто участвует в про-программе, в про-аккаунте, да, кстати, вот кто еще не сделал Flickr и не знает, что такое про-аккаунт, можете написать, можете посмотреть мои ролики по Flickr, да, я подробно все рассказываю. Это одна из, наверное, я считаю, по моему личному мнению, одна из таких полезных сред или сфер, где можно получить на русском языке информацию, что такое Flickr и как с ним работать, и вообще для чего он нужен. Потому что пишут люди, которые попробовали, тоже считают, что это только лента Explorer. На самом деле нет. Я хотел сегодня как раз говорить о том, что Flickr это не только лента Explorer, и все там стремятся в ленту Explorer, если чудо произойдет, там я буду миллионером. Нет, Flickr это инструмент для того, чтобы найти работы, найти авторов, да, кто их ищет, да, работы, авторы, ищут их люди, которые хотят заработать деньги. Все в нашем мире на данный момент построено, я имею в виду система заработка, на вот этих договорных бумагах. Да? То есть кто-то, это могут быть просто люди-пользователи, да, которые делают свой сайт. Это люди, которые отбирают контент для журналов, да, для телевидения. Ну, смотрите, если гороскоп, то знаете, что там сейчас половина контента, который показывают в новостях, это все из Ютуба. То есть очень мало контента, то создается какими-то репортерами, как бы, поскольку журналистика уже сильно изменилась, и теперь журналист каждый человек, который журналист. Хотя законы, которые сейчас принимаются о просветительской работе, да, ну, просвещение вообще на разных языках по-разному звучит. Люцифер, да, Люцифер тоже звучит, как бы связано со светом. Поэтому не будем этой темы касаться, но вот законы принимают, законы знаете для кого, кем пишутся, это тоже не хочу обсуждать. Спросите Кинчева, он знает, наверное, больше. Кто для кого. Мы сегодня говорим о Flickr, о конкурсе COVID-19. Когда, знаете, недавно одна блогерша решила пиар сделать на канале чужом известном. И вот она там через каждое предложение вставляла это слово, так, чтобы как-то думала, что алгоритм ее там зацепит. И я также буду там COVID-19, COVID-19, 19-й ковид, COVID-2021, там, новая коронавирусная инфекция, еще что-то. И потом запрещенный список, да, слов. И индексация по системам. Нет, конечно, это не про это. Это про фотографии, в первую очередь, проявление, про арт-фотографию,
про документальную фотографию. Ну и, собственно говоря, подтверждение – это тот фликер, который я сегодня показываю. Кстати, по тематике, если набрать в поиске, например, вот мне даже интересно, сколько будет групп COVID-19. Или просто COVID наберем и посмотрим просто групп. Я вам покажу, друзья, сколько групп COVID-19 во фликере. Ну, вы видите, что несколько сотен, как минимум. Так что вот, друзья. Это просто по запросу, не обязательно в названии указано. Но здесь вот с названия, где коронавирус, тайм, локдаун. Конечно, на вершине стоит COVID-19 Photographer Resource. Это от фликера со значками. Кстати, да, если вы пользуетесь фликер, будете пользоваться, и у вас какие-то будут сомнения. Все группы официальные, есть еще такие левые группы, да, они все со значком фликера. Но я еще не стал одевать рубашку в таких же цветах, голубую, розовую. У меня сегодня, видите, красная. Красная сегодня у меня рубашка. Оттенки, все оттенки красного. 50 оттенков красного. Тем не менее, вот официальная группа фликера, все имеют вот такой значок, логотип фликера, поэтому создать группу с таким значком раньше можно было, теперь нельзя. Теперь это все банится, соответственно, наказывается. Так что вот, друзья, кто не спит, жду от вас вопросов, какие есть по фотографии, по фликеру. Про штативы сказал, про стрит-фотографию сказал. Пейзажная, скажете, куда делось такое время сегодня? Нет, конечно, никуда не делось. Все происходит, все в правильном русле происходит. И у меня тоже появился. Но в последнее время, конечно, интересные стрит-фотографии. И вот, друзья, еще вам спрошу, да, две фотографии, которые я сделал вот этого здания. Одна из работ у меня есть черно-белый вариант, есть техники Color. Color в ближайшее время будет анонсирован. Вот одна такая, минималистический, урбан. И вторая с другого ракурса. Это вопросы ракурса. Я как раз записывал, если вы смотрели мой выпуск, да, про это. Или не смотрели еще? Или ждете? А я его собираю еще. Сейчас. Сегодня-завтра анонсирую. Вот такая, видите, тоже. Ну, здесь не очень хорошо нам видно. Здание смотрит на вот эти трубы. Или рожки, как это назовите. Какие вам больше понравятся. Ну, кто не пользуется фликером, ребят, добро пожаловать в Инстаграм, пока он существует у меня. Там все это есть, и можете там посмотреть, написать. Ну и, соответственно, может быть, узнаете, кто интересуется этой темой, как бы мои подписчики тоже могут зайти посмотреть, кто из фотографов интересуется этим жанром. Да. Ну, а чтобы вам интересно было смотреть, видео, которое я сейчас собираю, работу, которая зашла в Explore, предыдущая моя, сейчас покажу. Вот это. Она у меня по-гречески называется. Ну, почитайте, что это такое. Такая. В этом же месте я сделал сейчас работу техники Color, уже с участием человека, силуэта, можно сказать. И она у меня в двух вариантах. Один вариант это вот такой Color, черно-белый с красным наездником, хотел сказать, да. Здесь его уже многие назвали это фарой от Волги, кто-то назвал там еще чем-то, баней, растопкой, да, с трубой. То есть, ну, у меня эта работа называется еда. И есть такой же вариант еще цветной. Я его буквально, по-моему, открыл. Или не открыл, сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю, друзья. Да, у меня открытый. Ну, такой в двухцветном варианте, трехцветном. Коричневый, красный, голубой. Ну, эту работу я пока не назвал, поэтому жду от вас предложений, как ее назвать. Ее посмотрели всего 6 человек. Она закрыта, что ли? Нет, она открыта, кстати. Странно. Ну, в общем, можно, кстати, на этой работе протестировать работу систем, если интересно, поисковых систем, продвижения. То есть, если эти вопросы вас интересуют, я тоже могу записать видео, рассказать вообще, как это можно сделать. Ну, хотя, кто внимательно следит за моими эфирами, кто смотрит мои ролики,
Он, в принципе, понимает, что я уже стал владеть этой информацией, хотя в 2016 году для меня это был абсолютно темный лес, и когда я начал заниматься фликером чуть позже, в 2017 году, я не нашел информации в русскоязычном сообществе вообще ноль по фликеру. После того я решил четко, что я буду делать эту информацию, потому что люди это ищут, мне самому было интересно. Ну, соответственно, я посчитал, что если я ищу, значит, кому-то тоже будет интересно. Ну и мои подозрения оправдались глубоко, поэтому глубоко, широко. Поэтому на данный момент я могу сказать, что несколько ресурсов используют мой ролик по фликеру основной по каким-то базовым аспектам, как образовательный контент, потому что я там рассказываю, для чего не нужен, для чего нужен фликер, кто найдет в себе этот инструмент, откроет, и, может быть, когда-то я, повторяю, человека встретил, фотографа тоже моего возраста, который говорит, я тут фотографировал на пленку, проявлялся, как, вот, куда, где искать клиентов, что там, как. Ну, я ему объяснил, что вот мое видение, лично мое, да, не просто там бегать, прыгать по инстаграмам, что-то писать, а есть ресурс, который позволяет вам выйти сразу на большую территорию, если говорить терминами среды, да, и сразу на большой охват, если говорить термином сферы, или на большой сигнал послать. Это фликер. И я дал ссылку на канал, в принципе, он там подписался, по-моему, даже человек, если меня смотрит, я забыл, как его зовут. Ну, а последующие события показывают о том, что многие, кого я встречал и на улице, и спрашивал по фликеру, что это такое, пользуются ли они, да, кто стал пользоваться, может быть. Не факт, что это будет конкретно для того, чтобы сидеть каждый день фотографии выкладывать, там что-то писать, попадать в ленту и что. Нет, друзья. Это этапы, это все этапы определенные, да. Хитон тоже был во фликере, да, и попадал в ленту Explore. И если вы помните, 2-3 года назад, даже больше, 4-5, по-моему, год или два, его фотография, где палатка такая на склоне, помните, с подсветкой, она висела как заставка фликера. Сейчас заставки фликера как таковой нет, ну, если только не заходите с лэптопа, там, в принципе, какая-то заставка, какие-то несколько заставок крутятся, уже несколько, ни одного фотографа. И там, кстати, на данный момент, вот я месяц назад заходил, там крутилась одна из работ Адама Гибсона. Отличный фотограф пожилого возраста, фотограф ландскейп-арта, поэтому очень интересный канал у него. Хитон сейчас в фликере уже практически ничего не делает, но фотографии, тем не менее, крутятся, и люди к нему приходят. Поэтому один из интересных блогеров, их множество, американских, европейских, которые интересно ведут влоги по фотографии. О, привет, Сергей, пожалуйста. Мы как раз говорим про сегодняшний фликер, да, про конкурс COVID-19, который фликер организовал на этой неделе, и будет анонсировать в нескольких группах, в том числе из, я уже забыл, подскажите, друзья, библиотека Конгресса, да? Да, библиотека Конгресса будет представлена во фликере. Поэтому это как раз дает возможности для фотографа. Почему люди говорят, ну вот я типа там выкладываю, а толку никакого нет. Ну, я рассказывал же историю вам, друзья, человека, который ходил на корабле, он как бы, его основная профессия инженерия. Ну вот он в один прекрасный момент, у него был с собой фотоаппарат, всегда Nikon таскал, так же, как я говорю вам, носите всегда камеру с собой. И он попал в необычное время, необычном месте, при необычных обстоятельствах. Он сделал эту фотографию, я сейчас, наверное, уже не найду, но в моих роликах, если вы смотрели, там ссылка на него есть, я забыл. И он от горизонта до горизонта, разделение воды солености, соленой и не очень соленой, очень редкое явление, он это зафиксировал, и через полгода эта фотография стала вирусоваться, как там сейчас в ковиде, да, вирусуется. Как говорить правильно? Вирусуется или вирусуется, или вырисуется. Ну, в общем, там сначала сотни тысяч, потом миллионы пошли, но в результате человек уже известный, человек уже занимается фотографией не просто так, что там пошел, там фотографию выложил, и никто не знает. Его уже знают, его знают уже журналы, десятки журналов, в том числе National Geographic, Landscape фотографии, крупнейшие ресурсы, которые используют и рекламные продукты, и, ну, в общем, примеров очень много. Второй пример из ближайшего, то, что я как бы встречал, это Clubhouse. Вот Дима знает, что это такое, многие не знают. Я познакомился там с одним фотографом русскоязычным, который живет в Испании. Он мне открыл глаза как раз на использование дрона в качестве фотоаппарата для пейзажной фотографии. И вот он действительно серьезно занимается, у него свой сайт, он продает фотографии, продает работы, принты.
И он описал, как это происходит, достаточно быстро мы познакомились, и я-то задумался об этом, да, то есть действительно я искал следующий инструмент, ну, думал, что это будет Sigma FP или Sigma FPL, оказалось, что можно сделать шаг выше гораздо, да, то есть коснуться новой фотографии, где количество ракурсов в трехмерной модели нашего мира, оно не ограничено вообще ничем. Если здесь вы все равно привязаны к штативу, привязаны к каким-то высотам, ну, выше там своего роста вы все равно не сделаете. А здесь вы не то что выше, вы можете в любой точке, в разные направления, то есть вы снимаете из воздуха, можно так сказать. И вот как раз он говорил о том, что резко увеличился его спрос на его работы после того, как он сделал несколько работ с воздуха, рыболовецких, в Норвегии рыболовецкие, ну, где рыбу выращивают, короче, форель. Если вы смотрели мою выпуску про рюкзаки, где я тестировал рыбу, там носил у них, да, про красную рыбу. Посмотрите, кстати, может быть, найдете в продуктах, в пище, у меня там есть какие-то штуки. Я, кстати, очень люблю солить красную рыбу, и лосося, и форель, у меня есть много способов. Поэтому вот он сказал, что я удивился, что спрос на эти фотографии резко вырос, он там в десятки раз вырос, потому что, во-первых, это коммерческая фотография, да, то есть заинтересовались сами продавцы вот этой рыбы, да, потому что ракурс необычный, это не просто так человек снимал там рыбу, да, а получилось пейзаж, и это не просто пейзаж, а это арт-работа. А арт-работа, вы знаете, она привлекает, и не надо объяснять, о чем ваша фотография, о рыбе там, и о чем-то. Там, в принципе, картинка очень красивая, интересная, я зашел на мой сайт, не знаю, когда-то прикреплял месяц назад, может быть, в трансляции. Если найду, обязательно прикреплю. Если вам интересно, друзья, напишите мне в комментах, если я забуду, потому что у меня может быть помутнение быть после ковида, да, там, как говорят, одно из последствий, если переболел ковидом, это изменение памяти человека. Так вот, если говорить о применениях Flickr, то здесь они более широки. И это не только лента Explorer. Explorer – это такая маленькая часть. И я, будучи год уже практически во Flickr почти, я не попадал в эту ленту, я не знал о ее существовании, я интересовался и смотрел, какие же источники дохода могут быть связаны с Flickr. И здесь я упомяну еще один источник дохода. Если вы хотите создать портфолио свое, вы можете это сделать на сайте. Но могу сказать, что мои общения с людьми и с людьми, которые интересуются фотографией, и с коммерческими какими-то структурами, они говорят о том, что если ты размещаешь фотографию во Flickr, то, во-первых, ее могут оценить с точки зрения окружения, но если вы боитесь, что ваши работы плохие, там, вы найдут более лучшие, да, но если вы уверены в себе, как Фарионович, да, то вы понимаете, что есть чем сравнить, и люди будут смотреть работы, и они наверняка увидят уровень, во-первых, ваш. Во-вторых, они смогут увидеть это в высоком качестве. Это основная причина, по которой я ушел из как таковой фотографии анонса во Flickr. Ой, хорошая фраза, да? Поговорился по Фрейду, с которым, кстати, постоянно спорил наш замечательный кто? Психолог. Ну, говорите подсказку. Пишите, который я постоянно упоминаю. Да, он постоянно с ним спорил, и я считаю, что он выиграл спор. Так вот, о чем мы говорили? Видите, как все улетело мысль. Пространство в сферу улетело, вернется из среды. Вот эти темы, касающиеся именно воздействия фотографии на коммерцию в том числе, и связь с людьми, во-первых. Во-вторых, ваш уровень, портфолио, о котором мы говорили, да, он может быть создан точно так же во Flickr. У вас в описании, когда вы заходите в страницу, я рассказывал о том, как создать страницу, как сделать ее красивой, что-то необычное, что писать нужно, что не нужно. Вы можете сделать и некое портфолио, вы можете создать первые там несколько десятков фотографий, вы можете сделать папку, например, там, если кто пользуется Flickr и не имеет альбомов, да, я объясняю, для чего они нужны. Потому что если человек заинтересовался, особенно какая-то организация, которая хочет вам заплатить денег, то она должна найти, где искать-то ваши фотографии. Если у вас там 10 тысяч фотографий, в них не найти, они просто вот так вот сыпятся по ленте и все. Но если у вас есть альбомы, то вы можете назвать портфолио, то есть ваши лучшие работы там, в том жанре, в котором. Там, у меня есть, на моем примере, у меня, поскольку я этим развивался, искал, как бы экспериментировал, у меня огромное количество альбомов просто как эксперименты сделаны, да, были.
Но есть альбомы, которые, например, по количеству просмотров. Есть альбомы там, с большим количеством, 25-20 тысяч просмотров. Да? Есть альбомы, которые в тематике. Например, сегодняшняя, это не то, что вы думаете. Это меня сбил Файоныч своим взглядом, своим свитером. Так вот, альбомы, связанные с, например, COVID-19, да, например, арт-альбомы, или, например, тот жанр, который я анонсировал, сейчас он у меня закреплен уже в тегах, это sign-art, так называемый, да, то есть это некий fine-art, связанный со знаковой системой и с символами. Ну, для тех, кто селфи снимает, ну, вот я не люблю делать, но вот мне пришлось для заставки делать такое селфи для лимонада, да, кто не смотрел мои видео про лимонад, который я таскаю с собой, такой лимонад против ковида, можно сказать, он такой, активирует все наши, в нашем реакторе все ресурсы и позволяет нам чувствовать себя устойчиво к всякой заразе, да, не нужно. Что еще? Ну, стрит-фотография, да, ну вот. Снято на iPhone, кстати. Мобилография. Фотография по инструментам. Кто, например, пользуется разными камерами. Есть, зрители хотел сказать, пользователи Flickr, авторы, да, которые размещают, например, там Canon, Sigma, там Nikon, объективы там типа. То есть, почему я говорю? Например, человек хочет купить камеру. И выбирает. Где он выбирает? В интернете. Понятно, что он смотрит, да, вся торговля пришла туда. Если раньше только купить можно было, то теперь и выбирает он там же. Соответственно, он забирает, ищет там какие фотографии там в русскоязычном Яндексе, еще где-то в Гугле там смотрит, и ничего нету. Но он не знает, что все фотографы правильные, и практически самое большое количество информации он получит во Flickr. Он вбивает в поиске там Nikon, там Nikkor там 2470. И он получает, или там новая Sigma там Macro 135, которая только появилась, да, и он уже там найдет фотографии, сделанные конкретным этим объективом. Он сразу сможет в высоком разрешении оценить, насколько этот объектив ему подходит, ему интересен. То есть это инструмент менеджмента, можно сказать, и оценки технических параметров, оценки возможностей, ну, как вы, не знаю, автомобиль выбираете, там, можно по интернету выбирать, у меня есть такие друзья, которые и в 90-х выбирали по цветам автомобили. Точно так же здесь. Вам может по цвету понравиться. Или, например, вы ищете какую-то старую камеру, не можете вспомнить, как она называется. Или не можете вспомнить какой-то альбом, который называете, группы какой-то. Вы можете вбить что-то, да, и алгоритмы, нейросеть так называемая, да, она вам поможет и подскажет, и вы сможете найти это, да. Так же, как когда-то Файоныч искал композицию, которую я очень давно, в 80-х, записал, и она мне во времена Yellow понравилась больше, чем сам Yellow. Эта пластинка была всего пару дней, я с нее сделал копию на ленту, но я не мог вспомнить, что же это за группа. Она настолько была революционна по жанру, это жанр такой New Wave, жанр уже электронной музыки, которая зарождалась, 84-85 год. И потом, когда я уже в поиске смог это делать, я стал искать, забивать параллели, и мне система стала сама подсказывать. И в один прекрасный момент я нашел. Это был ранний Thompson Twins, причем мои даже в школе, когда я учился, в институте, да, когда я говорил, что такая группа, я еще запомнил тогда, что группа связана с библиотекой, с близнецами. То есть там Twins какие-то, и они мне говорили, что это Twins, были такие несколько групп Twins, там Twist, еще что-то. Я говорю, нет, это не то. Они говорят, так это жанры другие. И я говорю, это все равно связано с близнецами. А ведь нет, это другая группа, скорее всего, что-то другое. Ну и потом оказался я прав, действительно, это Thompson Twins, поэтому ранние альбомы, которые потом уже перетекли после выхода альбома с солнышком, такое, у меня, кстати, оно лежит на виниле, этот альбом, где они записали свою самую известную популярную музыку, уже сменили жанр свой. Но вот ранние эксперименты, они были гораздо более серьезные, чем Yellow, да, двух этих известных электронщиков, которые один раз только концерт, по-моему, давали недавно, а до этого они собирали только в студии и говорили, ну, вот, конечно, я нашел этот альбом, совершенно фантастический. Если интересно, напишите в комментах, я покажу. Кто интересуется такой музыкой, ранние эксперименты, когда Depeche Mode уже экспериментировал в это время, да, в 1982 году уже выпустил альбом свой первый. Но, тем не менее, вот в это же время были тоже группы, которые
интересные эксперименты, которые вылились потом в целые жанры направления. Это что касается поиска, да. То есть во Flickr вы можете найти информацию. Вы можете найти правдивую информацию и достоверную информацию. Также, конечно, вы, можете найти огромное количество арта какого-то, да, или каких-то новых жанров, которые вы не знаете, как описать. Ну, вот, например, никогда не встречаюсь. Но потом увидели и поняли, что вот этот жанр нам интересный. Вы в этом жанре хотите попробовать себя, вы хотите испытать его, да. Ну, например, как вот Сергей вчера написал по поводу съемки при низкой освещенности. И многие, например, даже когда я начинал канал, они хаяли, писали, что как покупают, кто покупает Sigma, они не снимают при низкой освещенности. Ну, знаете, Фарионович упертый же, он баран же, да, овен. Поэтому я сразу сказал, ребята, я сделаю так, что будет снимать на 1600, на 3200. Я сказал и сделал. Я записал несколько роликов при съемке при 1000 ISO в VPS режиме. Потом стал целую серию по VPS режиму секретному Sigma рассказал. До сих пор мне люди приходят, спрашивают, что это такое. Некие даже люди с других стран написали, что это никакой не секрет, это есть в любой камере, и типа... Ну, это говорят люди о чем? Это люди, которые не соображают, во-первых, у них нет базовых знаний, они не понимают и строение как бы павильона, самой структуры, не понимают, как работают алгоритмы, да, почему такое время длительное записи, вообще не знают, для чего и откуда вырос павильон, да. Ну, у них даже не хватает мозгов, чтобы набрать, например, павильон истории, да, посмотреть, обнаружить и почитать хотя бы людей, которые участвовали, на какие организации они работали, какие военные компании участвовали в этом, да, для чего это было создано, что такое фавионикс, что такое роботы, что такое роботизированное зрение, о котором сейчас уже открыто стали говорить, тогда это было достаточно такой закрытой информацией. Но Фавионович уже тогда все это знал. Откуда эта технология вышла, почему она не распространялась, и каким чудом компания Sigma смогла ее купить. Ну или, во всяком случае, участникам участия этого проекта. Да? Но поскольку сейчас вы знаете, что мы ждем уже несколько лет полнокадрового павильона, и до сих пор не дождались. Но я надеюсь, что это случится, и рано или поздно это произойдет. Сколько это будет стоить, никто не знает, но... Хотя у меня уже надежда угасла. Я и год назад, и 2 года назад, ровно уже в это же время, выходили в слухи, что вот он выходит, и президент говорил, да, скоро будет, все хорошо, а потом выступал, извините, друзья, там подвели партнер, извините, друзья, там это. В этот раз сказал, что да, в этот раз партнеры подвели корейцы. В следующий раз он скажет, что извините, там не договорились, там еще что-то. Ну, я думаю, что это связано с основными такими делами внутри концерна L, да, групп, в который входит Leica, вы знаете. Leica выпустила сейчас фантастические камеры, объективы, новый Noctilux, вот этот там сумасшедший совершенно, и сейчас уже и Савельев, кстати, протестировал, подтвердил действительно, что есть компании, которые движутся вперед в оптике. И одна из таких компаний, я выделяю, конечно, это Leica и Rodenstop. Это 2 компании, которые, в принципе, всегда работали не только на гражданскую отрасль, но и всегда добивались. Точно так же и в Советском Союзе были компании, которые работали не только на гражданскую, то же самое ЛАМО, но и выпускают до сих пор под заказ супердорогие кинообъективы. Мало об этом кто знает, но это все десятки и единицы экземпляров, ну, максимум сотни. Тем не менее, это есть. Но вот во Flickr, например, вы точно так же можете найти работы людей. Например, есть японец, который работает в технике макросъемки, очень интересный, с цветами. Он работает с Юпитером 3 советских времен и работает с Юпитером 3, который только что вышел новый. Он 2 этими объективами снимает на Sony 7, 3, 4, не знаю, какой там последний сам. Он мне постоянно меняет объектив, тем не менее у него остается. Это что касается информации во Flickr. Дальше, что можно еще во Flickr получить? Кроме информации, кроме известности, кроме портфолио, кроме попробовать свои силы в черно-белой фотографии, в других жанрах, там пикториализм, рекламная фотография. Во Flickr есть множество мастер-крафт, так называемых, да, то есть людей, которые что-то создают руками, там плетут какие-то узоры, там вышивают. В этой связи я хочу упомянуть, меня очень часто комментирует мои работы один из авторов, который живет в Индии. Кстати, в Индии живет больше миллиарда, поэтому этот рынок для вас, как работа фотографа, он огромен просто. По сравнению даже с американским рынком, с другими, он просто гигантский.
Хотя вот в одном из фильмов, помните, говорили, что Индия – это дыра, там все пропадает. Это не так. Там есть огромное количество талантливых фотографов, и есть, я упомяну вот этого мастера, зовут его Ганеш Тилагина Бидду. Это вот одна из последних крайних его работ. Значит, что он делает? Значит, он работает в технике, он автор массы призов, премий, арт-галерей. Значит, он работает в технике так называемой микрофотографии. Он делает из очень маленьких объектов, это все миниатюры очень маленьких размеров. Может быть, покажется, что они большие, но на самом деле они очень маленьких размеров, несколько сантиметров всего. Он собирает из них картины. Значит, можете на его странице посмотреть, что это такое. Ну вот, он нарисовал 1156 миниатюр на маленьких почтовых карточек размером 17 на 17 сантиметров. Но это он пишет только про этот размер. На самом деле там размеры есть и совсем микроскопические, малюсенькие. И под каждой работой он пишет, в каком размере это сделано. Это действительно очень сложно. Можно сказать, некий такой левша, да, который занимается рисунками. И он выкладывает их во Flickr. И, соответственно, клиенты приходят в том числе из Flickr. Это к вам по поводу поиска клиента, кто будет покупать ваши работы. Ну, здесь, например, 14 на 21 сантиметров. Есть какие-то более маленькие. Значит, это только один пример, который я хочу привести. Есть в Питере очень талантливый фотограф, девушка, которая с ней коллекционирует дорогие куклы и снимает их, да, и, соответственно, продвигает их через Flickr. Потому что во Flickr можно посмотреть в очень высоком качестве, со специальными макрообъективами снято эти изделия, которые она делает, создает. Это вот вам еще одна подсказка, для чего может быть использоваться Flickr. Конечно, есть прямая реклама, которая сейчас банится, и Flickr все-таки это сообщество фотографов, и если откровенная какая-то идет просто реклама, на меня тут тоже каждый день подписывается множество людей, которые занимаются просто своим продвижением, просто ничего не комментируют, просто подписываются и все, и потом или ссылки кидают свои там перекрестные. Но в этом плане это экологичная структура, это доброжелюбная и, как я говорю, не токсичная среда, поскольку достаточно быстро их на чистую воду выводятся, и после этого они уже не видны. Вы можете все это настроить таким образом, что вы этого человека уже никогда не увидите. И он вас может тоже. Все это настраивается. Поэтому, в отличие от всех систем, которые загрязнены, которые дают возможность людям всякий хейт писать, здесь это не прокатывает, здесь это быстро можно очень отказаться от такого подписчика, и, собственно говоря, вы ни его работы никаким образом уже нигде не увидите. Даже комментарии вы не сможете увидеть. Поэтому все сделано очень четко, хорошо. Ну вот я в видео, которое сейчас буду собирать, точнее уже почти собрано, я покажу это место, где действительно я этот арт сделал. Ну вот, например, вот такие вещи, эксперименты, работа с обработкой фотографий. Кто хочет научиться фотографии в Flickr, вы тоже можете это увидеть. И есть даже ссылки на мастер-классы, есть онлайн-школы, да, которые анонсируются и от известных фотографов. Там, ну, я не знаю, кого пример там привести. Да масса кого можно привести. У меня такая интересная фамилия. Так. Можно так попробовать найти. Сейчас попробуем. Через подписки. У него такая аватар такой в платке красном. Напишите ваши версии, кто, по вашему мнению, является из таких для вас интересным фотографом и на кого вы ориентируетесь, кто работает, чьих вам нравится смотреть, и вы следите за их достижениями и вообще ориентируетесь, хотите, стремитесь, чтобы что-то было похоже на это. Да? Сейчас я попробую найти в общем списке. У меня тут, конечно, больше 2000 человек, но хочется ее найти. Ну, у нее мастер-класс, у нее расписано там на много лет вперед все. Работа ее очень специфична, я не могу сказать, что все мне нравится, но есть, конечно, совершенно фантастически гениальные и
Ну, я думаю, что кто занимается фотографией, периодически смотрит ролики, им в рекламе выскакивают эти авторы в качестве рекламы, потому что у них очень мощная реклама на YouTube, не только в рекомендациях, но и в прямой рекламе. Что такое? Не могу найти. Я знаю, что это ABCD, я уже найду ее, скорее всего. Да, кстати, пока вот листаю, Дэвид Швиндлер, да, которого я упоминал уже не раз, выдающийся фотограф-пейзажист, раз в недельку фотографии он точно выкладывает, они сразу попадают в Explore, в самый топ, в самый верх. Почему я говорил про 450? Да, кстати, музыканты. Давайте, пока не нашел, напишите. Ну, такая то ли Дуркина ее фамилия, то какая-то очень странная русская фамилия, на самом деле она американка. Дина Оливьери. Друзья, кто знаком с музыкой? Дина Оливьери. Кто знает электронную музыку 80-х, 90-х и 20-х современного века, да? Кто знает Дина Оливьери? Вы не поверите, Дина Оливьери, выдающийся, который во Фликере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в других соцсетях известен как Онирикс, на самом деле это итальянский композитор Дина Оливьери, имеет 148 тысяч подписчиков во Фликер. 148 тысяч подписчиков во Фликер. Что же делает Дина Оливьери во Фликере? Он же не фотограф, друзья, он дизайнер. Он выкладывает свои короткие анонсы новой музыки. Она здесь есть. Самое удивительное, что как я его нашел, через рекомендации SoundCloud, ссылка на который у меня есть в описании. Это сервис для тех людей, которые не хотят платить деньги за музыку и кто хочет получать самую современную музыку из возможного, которая есть. Не только самую современную, но и самую редкую музыку. Большинство музыкантов обязательно на этой платформе присутствует. Эта платформа существует раньше, чем iTunes, она очень старая. Тем не менее, вы можете создавать альбомы. У нас фантастические рекомендации. Поэтому Дина Оливьери я нашел там. Я на него подписался, какие-то писал комментарии, он на меня подписался. В результате потом мы обнаружили друг друга, и он в том числе меня, на платформе Flickr. И мне было очень лестно, что Дина Оливьери как-то заинтересовался, может быть, просто из вежливости все это посмотрел мои работы, что-то даже отметил. Я, конечно, в восторге от его музыки, и кто слушал 80-х Джорджа Мородера, кто слушал, опять-таки, Томпсон Твинс, Yellow, масса групп электронной музыки. Дина Оливьери – это яркий представитель классической электронной музыки с очень мелодичными какими-то вещами. Но, тем не менее, жанр, в котором работает, это классика электронной музыки. То есть это совершенно фантастическое. Дина, кстати, Дина и Дина Оливьери. Пишется Дино Оливьери. В этом есть какой-то синхронистичность, да, Дина. Так что Дино Оливьери, зайдите на его... Ну, наверняка кто-то знает, кто не знает, послушайте, потому что я знаю, что у них тогда, вот не буду ничего. Ну, я вам просто открыл дверь, а вот дальше смотрите, ходить туда или нет. Он есть. 135 тысяч, я могу сказать, что единицы, это не даже десятки, единицы людей во Фликере, которые имеют такое количество, такую армию поклонников. И Дина здесь есть. Но, если скажете, ну, у него только анонсы, нет, друзья. Я вам покажу, что Дина делает как дизайнер. Одну работу покажу. Там на самом деле их много, их десятки. И практически каждая работа набирает сотни тысяч просмотров. Не десятки, да, как в Explorer, а сотни тысяч просмотров. Поэтому заморачиваться с Explorer, причем я могу предположить, что эти работы не имеют даже Explore ленты. То есть она не попадает в Explore. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но я могу так сказать, что если вы гонитесь за количеством просмотров, то лента Explorer – это не самое большое, что может быть. Я упоминал не раз, что есть, например, закрытая группа, такая, например, как Transcendental, да, в которой у меня там буквально там тройка фотографий, но которая для меня более ценна, чем вся лента Explorer вместе взята. Потому что и это один из инструментов, кстати, Flickr. Закрытая в каком смысле? В том смысле, что туда уже отбирают люди, которые создали эти группы, они отбирают с профессиональной точки зрения фотографа, с точки зрения тематики определенной и с определенного уровня
даже не техники, а знания, видения и отбирать действительно интересные работы для такого сообщества людей, фотографов, которые занимаются в том числе артом. Поэтому вот тоже один из инструментов, не хочу ничего перезагружать, друзья, постоянно вываливается. Не хочу ничего перезагружать, все, до свидания. Так что вот. Вот такие инструменты. И один из инструментов, который я сегодня озвучил вам, это группы от самой платформы Flickr, конкурсы от нее. Ну, это один из таких маленьких-маленьких кусочков, из которых создается пазл, такой же, как и того автора, которого я только что показывал. Книги. Вина Оливье. Так что вот. И если вы что-то вообразите, вот, а вот если во Flickr, например, вот там машинки, Лего, друзья, есть, я вам скажу, что там есть такие работы из Лего, которые я когда посмотрел, у меня волосы зашевелились, сколько же часов люди делают такие штуки. Есть ли там самолеты? Есть. Есть ли там школьные автобусы? Я уже рассказал эту историю, когда человек 20 фотографий с школьными автобусами в один день попали во Flickr. Это был сбой, конечно, но тем не менее это произошло. Есть ли в нем музыканты? Дина, есть во Flickr музыканты? Давайте проверим. Ну, мы Моцарта не будем забирать. Давайте забьем. Кого забить? Кого забить? Ну, не дурака. Кого в поиске забить? Напишите в комментариях. Я сейчас прямо забью, и мы посмотрим, есть ли там этот музыкант. Неприличное слово забью. Обалдеть, даже это все есть. И сразу Eurovision Song Contest Москва 2009. Еще один сразу. Значит, организации, которые хотят хранить свои фотографии для того, чтобы их использовать в каких-то целях. Как хранилище. И многие организации, коммерческие организации, организации некоммерческие, используют эти альбомы для того, чтобы хранить там свои работы. Eurovision Song 2009. Любимая моя тема. Для плоскоземельщиков и плоскоземельщиц, если такие есть, я знаю, что такие есть. Теория плоской земли, карты, Maps. Мне даже страшно открывать. Карты. Но не игральные, друзья. Вы понимаете, какие? Для путешествий. Понимаете, какие возможности, да? Вы, например, знали, что, например, карту метро... Что это за город такой? Что такое метро? Посмотрите, какое метро. Посмотрите, сколько станций. Москва, мечтай. Питер вообще недостижимо в следующем тысячелетии. Акихабара. Что-то подозреваю, что это в Индии где-то. Что-то у меня есть такое подозрение. Токио, Япония, друзья. Никогда не был, но вот видите, карту метро можно найти. Так что вот, друзья, если у вас... Ух ты! Ух ты! Карта сокровищ. Как найти сокровища. Так что, друзья, как найти сокровища во Flickr, вы знаете. Заходите и смотрите, они там есть. Вот, например, карта сокровищ нарисована какая-то. Чего там только нет, друзья. Поэтому интернет – великая вещь, а Flickr – это еще интереснее, потому что она объединяет людей. О, барокко. Обалдеть. Старинные карты барокко. Обалдеть. Ну, для архитекторов, для тех, кто интересуется так же, как я, историей настоящей, да, Flickr – это совершенно волшебный ресурс, где можно увидеть какие-то очень редкие, может быть, какие-то даже потусторонние с точки зрения восприятия человека знания, которые могут здесь быть найдены. В архитектуре, в музыке, ну, например, какие-то... Вы никогда не смогли бы, например, побывать в каких-то местах, но во Flickr вы можете их реально увидеть в высоком разрешении и увидеть действительно
интересно вам туда поехать или нет. Так что для путешественников фликер, не только карты, для первооткрывателей, для музыкантов, для корпораций, для недоменеджеров, да, тоже их упомяну, как я их называю, для всех. Ну, врачей не буду вбивать, хотя сегодня тематика врачебная, но я думаю, что она не только врачебная. Напишите в комментах, что еще вы хотели бы узнать и попробовать, если вы еще не зарегистрированы во Flickr. Регистрация во Flickr, я напоминаю, здесь будет видео, постараюсь не забыть вставить ссылку на 1,5 часах на мои видео, на мой плейлист по Flickr. Да? Некоторые задают, а вот сделайте нам полную регистрацию. Я делал такое видео, забыл уже, где оно лежит. Я показывал на примере Павла, мы регистрировались, на примере Вячеслава. Я делал второй свой аккаунт Фарионыч. Там тоже он там с одной фотографией все, я показывал, как это все. Но это было очень сложно через Yahoo почту. Друзья, сейчас это занимает 1 минуту времени, и для этого достаточно иметь почтовый ящик. Любой, лучше Gmail, чтобы не было геморроя, потому что это все находится на амазоновских серверах. Если у вас есть или Yahoo почта, или Gmail-овская еще лучше, это занимает минуту. Приходит подтверждение, дальше вы сами создаете обложку, описание. Хотите, не делать описание, как там у некоторых. Хотите, вообще ничего не выкладывайте, только смотрите, без проблем. Но если вы зарегистрируетесь, вы сможете видеть. Если вы не зарегистрируетесь, вы будете закрыты от 99% информации, от фотографий, от работ, то, что есть во Flickr. Потому что, чтобы найти незарегистрированным пользователем что-либо, придется приложить очень много условий. Можно, конечно, через Flutter полистать эту ленту бесконечно, но это будет там, займет гигантское количество времени. Хотя поисковая система там тоже есть, но Flickr, конечно, сама по себе система, особенно она работает на портативных устройствах. И вот Сергей не даст соврать, напишет в комментах, что можно сейчас уже зарегистрироваться не только на компьютере, как раньше было, только на компьютере. Сейчас можно зарегистрироваться во Flickr с мобильного устройства с помощью Android или iOS. Раньше это было невозможно. Теперь это возможно. Да. У меня написали, кстати, в вопросе, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который я прикрепил. Знаете ли вы, что такое Flickr? У меня, кстати, почему-то сейчас он пишет 100% да. Ну, кто-нибудь есть, кто напишет, что нет? Не знаю, что такое. Хочу узнать. Вот такой сегодня эфир. Поэтому, друзья, напишите, что вас действительно заинтересовало, что для вас новое, что вы узнали новое про Flickr. И если вам эта тема интересна, я не сомневаюсь, что она интересна будет кому-то, вне зависимости от того, интересно вам или нет, я буду записывать по этому поводу видео образовательное по цифровой платформе Flickr. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас сегодня в комментариях моих последних. Да, ну вот Василий Шуманев написал, мой подписчик, очень сложно найти такую локацию на автомобиле. Ну, я уже рассказывал, что эта фотография сделана с балкона, не на автомобиле, хотя относительно недавно я сделал эксперимент, когда тестировал свой новый светофильтр Rodenstock, я сделал фотографии, которые меня, можно сказать, шокировали. Эта фотография сделана через 3 или через 4 стекла. Я ехал в автобусе, как раз записывал стрит-обзор, ехал в центр города, на Фрунзенскую, и по пути, очень жарко было тогда, больше 30 градусов, параллельно с автобусом сам автомобиль, и женщина сидела на заднем сиденье с веером в руках. Техника колорет, здесь техника размытия, там блюринг так называемый, техника с несколькими каналами. Здесь видно маску, здесь не видно самого лица, поэтому здесь никаких нарушений нет прав собственности. Автомобиль марку тоже не читается, все это можно сделать. Но основное это рука с веером в руках, который видно цвета. Я оставил цвета, естественно, из моей палитры. Если кто смотрел или не смотрел мое видео про палитру 19 века, которую я использую в своих заставках в том числе, ну, это цвет «Непознанная земля», там венецианский красный, там, индийский красный. Ну и, в общем, посмотрите это видео. Постараюсь тоже прикрепить ссылку. Почему? Потому что здесь стекло автобуса двойное, да? Двойное стекло, пленка автомобиля, плюс фильтр, светофильтр на моем стекле. Поэтому большое количество стекол. Тем не менее, на этой фотографии можно разглядеть даже сережку, даже не сережку, инкрустацию очков
можно увидеть надпись на веере. То есть настолько высокое разрешение современных камер, современных матриц, что я этот снимок показываю вам и рассказываю, что фотография – это не про четкость. Я всегда об этом говорю. И поэтому вот так называемые задроты, которые там обсуждают, что вот я там куплю камеру, буду на нее снимать, она выйдет через год. Через год они опять говорят, я буду снимать через год еще камера новее, выйдет еще лучше. Так проходит жизнь, и люди как бы ничего не создают. Поэтому фотография – это не про качество, это не про аппаратуру. И подтверждение этих слов могу сказать, что известных фотографов современных, которые снимают на старые камеры. Я тоже использую старые камеры, в том числе цифровые первого поколения с SSD-матрицей. У меня, кстати, будет еще одно видео из цикла про старые камеры цифровые, начала нулевых, когда они только появились, и про технологию, которая дает возможность немножко открыть глаза людям, что такое MOS-технология и CCD-приборы зарядового света. Если вам интересно, пишите в комментах, обязательно это рассмотрим. Я вам покажу эти камеры, как они работают, до сих пор они исправны. Так вот, по поводу этого кадра. Здесь никакой резкости нет. Более того, здесь искусственно создана резкость настолько сильная, что здесь акцент это расставлен только на самих вот этих объектах моей съемки. Это веер и маска. Все остальное, оно практически нечитаемо. Оригинал, конечно, имеет понимание, что лицо человека видно, еще что-то. Это все техники, которые с помощью Flickr можно увидеть, как эти техники дают результат, который, может быть, вас заинтересует как автора. Или, например, как человека, который ищет какие-то стили. Ну вот недавно буквально делал съемку для ресторана. Это художественная съемка, для меня была интересна. Ну, там я тоже применял, наоборот, техники размытия в некоторых местах, техники color, где требовалось снизить или шум, или подчеркнуть какой-то цвет, текстуру материала. Это, кстати, для коммерции очень важно. Например, люди, которые хотят, чтобы их или блюда передавались каким-то образом, или текстура, например, натурального, ну, льна, например, или дерева, да, которым я очень люблю снимать. Вы знаете, на балконе много сессий делал макрофотографии. Это мы подходим к теме макрофотографий. Почему? Макрофотография – это не только арт, это искусство, это также и коммерческая часть, которая позволяет вам продать свои какие-то изделия. И, значит, я делал выпуск по макрофотографии, у меня есть во Flickr альбомы по макрофотографии, не один. И есть отдельно альбом, который так и называется «Продукт фотографии», то есть это то, что у нас называется фотография для коммерции, для продаж. Ну, вы понимаете, что такое продукт фотографии. Также есть альбом Still Life, где я выкладывал и выкладываю свои какие-то... Ну, вот Фавионыч здесь есть. Фавионыч продукт. Вы видите, в маске здесь. Это, по-моему, в 19 или 20 году. В 20 году я делал. Ковид, кстати, называется. Да, так вот, ну, например, в качестве такой фотографии могу привести, это было в 2020 году, по-моему, в 2019. В 2019 году, 10 июля, практически 2 года назад, я попал на выставку в Самсоневском саду, где были авторы кукол ручной работы. Это не те куклы, которые стоят $1000 и десятки тысяч. Это куклы, которые стоят там, ну, 1000 рублей, грубо говоря. Размер этой куклы, ну, не знаю, сантиметров 10. Удивительной красоты, материалы, фурнитура. Мы разговаривали с женщиной, я попросил, чтобы сделать фотографию, чтобы показать. Ну, и многим людям, которые в теме, да, та же самая фотограф из Питера, который делает вот эти дорогие куклы, она тоже им понравилась и заинтересовались. И я вижу, что Сергей, кстати, упоминал, что какие-то работы копировать начинают авторов, да. Это нормально, это хорошо, потому что когда вы создаете тренд, когда вы видите, что это людям интересно, люди это подхватывают и сами начинают экспериментировать. И не факт, что Фавионыч делает лучше. Есть наверняка ученики там или просто какие-то люди, которые заинтересуются, и им будет интереснее, у них получится больше результаты лучше, чем у меня самого. Что еще? Ну вот тема с инвалидами, например, да, люди, которые не могут выйти из дома по каким-либо причинам, но хотят заниматься фотографией. Я делал выпуск для них специально, это макрофотография, как арт для вот таких людей, да. То есть вот здесь полотенце и кактус. Я делал там несколько работ, разные темы. Посмотрите мое видео, которое, кстати, тоже продвигается. Это дифракция света.
Там как раз про это, про то, что можно делать и оценить возможности современных камер, в том числе Sigma Fusion, который показывает дифракцию света, и, соответственно, сделать какой-то арт на базе вот этих эффектов света. Так и до пикториализма дойдете. Значит, что касается продуктовой фотографии, да, ну, я ее воспринимаю тоже как арт-фотографию, но тем не менее, например, ну вот, эта фотография с фонтана сделана на острове Занта, где дедушка, который там очень-очень бережно относился к своим посетителям, да, туда никто не заезжал, но настолько дружелюбная семья, семейный ресторан в таком месте неудобном для заезда, но мы там все-таки заехали, и вот мне настолько понравилось там вот эти греческие шашлыки, которые многие знают, как называется, готовятся на деревянных палочках, на открытых огне, что я сделал фотографию, даже разместил потом на его, на Google картах, для чего? Ну, для того, чтобы привлечь внимание, сувлаки они называются. Ну, то есть немного людей посмотрело на Фликере, но множество людей посмотрело на Google картах. Ну, есть координаты места. В моем это сделано. Дальше, что касается, например, продуктов каких-то сумок, да, например, вот такая фотография, которую мне тоже смотрят люди видео, это паспорт Слинг, выдающегося дизайнера, по-моему, из Кореи или из Японии, который разработал эту сумку. И мало того, снять фотографию в студии. Я предпочитаю все-таки это делать всегда на натуре, мне всегда нравятся эффекты, арт какой-то связанный. Ну, вот, например, я сделал такой вот арт для себя со стопом, да, вот такое некое лицо сделал из рюкзака. Это Кенти, кстати, если кто не смотрел обзор по Кенти, посмотрите. Ну вот у меня был конкурс, вы помните, я задавал видео, задавал вопросы об устройстве, которое было сделано там маленьким экземпляром, по-моему, 500 штук всего для актеров, лекторов и выступающих. Очень редкое изделие, которое заменяет, сейчас это комплекс огромной электронной техники, а тогда это было вот такое изделие, сделано почтовым ящиком, в Питере оно до сих пор лежит. Это слухофильтр называемый. Это штуку, которую одеваете, когда на голову, вы слышите тот голос, который действительно слушают с экрана люди. То есть не искаженным вашим восприятием, реклама очевидно. Подслушивают. То есть вы одеваете и сразу можете понимать, как ваш голос в реальности звучит для слушателя. Это связано с тем, что конструкция слухового аппарата и резонатор, который голова, все это, оно искажает, и поэтому вы свой голос слышите по-другому. Фу, что-то мне тяжело стало дышать, друзья. Кажется, это ковид. Мне надо просто водички попить. Сейчас водички побью. Ой, жарко. Жарко стало. Только говорить. Ой, значит, тоже жарко стало. Да, у нас 18 градусов сейчас. Ой, очень жарко. Это даже не жарко, когда перепад температур, вы знаете, что меняется давление, атмосферное давление, да? Ну и, соответственно, меняется все. Ой, не устали еще. Вот такие темы во Фликере и такие направления, которые вы можете для себя открыть. Ой. Ну, возможно, кто-то еще не знает, что такое Flickr. Ну, в таком случае рекомендую вам посмотреть мои плейлист, выбрать какие-то короткие. У меня есть очень короткие видео, минутные, вкратце в сжатом состоянии, в сжатом виде про Flickr. Кто-то, кто пользуется только компьютером, может оценить его возможности в таком плане. Вот, кстати, тоже интересный арт, который я сделал. Олег, если будет меня смотреть, мой хороший знакомый, друг, который занимается изделием из кожи, ручной работы. И вот меня так поразили эти кожаные изделия, что, к сожалению, сорвался наш выезд. Но, тем не менее, вот такой кораблик я сделал. Это тоже натуральные цвета. Компания Алер, которая находится из итальянского, это как путешествие, это может отправляться в путь. Поправьте меня, если кто знает хорошо итальянский. Ну, у него интересная концепция создания сумок и кошельков, которые он делает, ручной работы. Фантастического качества. Ну, поскольку у меня был опыт общения с такими изделиями, я, вы знаете, несколько лет пользовался Пиквадро серией разной, причем и комбинированной кожи.
сумки и рюкзаки. То есть я, может быть, не включал это глубоко в обзор, но у меня, в принципе, даже есть видео, где я показывал, по-моему, фотографии. Во всяком случае, в моем альбоме тоже эти фотографии есть. И квадро. Несколько разных сумок у меня было. И кошельки тоже разные были, женские, мужские, я покупал. Поэтому могу сказать, что органическая кожа органической выделки, она очень сильно отличается от химической. Ну и по качеству, и по долговременности пользования, это тоже. В данном случае вот мы, как раз Олег меня затащил там, где эти кожи продаются, где фурнитура. И, кстати, кому интересно, можете даже посмотреть мой короткий ролик про удлинение цепочки, как удлинить ремень с помощью цепей. Я это делал простыми способами, показал, что это все можно купить за недорого и сделать очень красивую нарядную сумку, дамскую я имею в виду, но не только дамскую, с помощью вот таких аксессуаров. Это, кстати, по вопросу о продуктовой фотографии. Что еще вам показать? Ну, какой-то арт, который я делал. Например, вот я, знаете, я люблю готовить. Ну, здесь перец, ложку, которую я... Вот эту, кстати, ступку я привез с вершины горы, 2,5 километра, я оттуда ее привез, это из бронзы ступка. Ну и здесь орехи 2, перец и 2 доски из разных материалов дерева. Это все в черно-белом варианте, хотя есть и цветная версия. Ну, так можно повеселиться и сделать что-то интересное. Ну и, например, это было в районе Истра на Крите, я вот показывал, как я отжимаю на стакане сок. Если вы смотрели мой лимонад выпуск, ну, как раз два видео, там как раз я рассказываю, как это можно сделать с помощью обычного стакана и ножика. Все, больше ничего не нужно. Если даже ножика нет, ну, разрезать апельсин вы сможете. Вам нужна только рука и стакан. Все. По идее, в принципе, можно на камне делать. Если кто был в Греции и наверняка видели в раскопках или в каких-то местах, вам экскурсоводы говорили, что есть такой масляный камень. Да? Я это видел не только в Греции. Этот камень я видел и в Забайкалье, хотя там говорилось о том, что вроде это какое-то место просто сакральное, такие чаши. На самом деле это камень и специально такая чаша, в которой можно легко отжимать масло из оливок, там по скату она идет. То есть, ну, это такое приспособление, камень для этого очень пригоден, и каменные ступки не случайно делают из камня, потому что, ну, действительно это удобно. Вот такая тема у нас сегодня, видите, плавно мы ушли от одного к другому. Жду ваших комментариев, друзья. Какие еще применения фликера, может быть, вы для себя хотели бы открыть? Да, еще, кстати, вот у меня есть альбом «Алфавит», «Алфабет Инфотос». Здесь я делал эксперименты знаковой системы и фотографии, которые, ну, в данном случае греческий алфавит, русский алфавит. Здесь несколько работ, которые, ну, природное какое-то прочтение, какие-то знаки, буквы, интересное словосочетание. И в данном случае вот я, тут даже у меня была фотография такого ножика для разделки кабелей в качестве группы ТАУ. Или, например, это предметная фотография. Или, например, мой поход, одна из моих таких фотографий, которая изменила мое восприятие на Flickr, и я после этого поверил в свои возможности. Это очень такое тяжелое время для меня было. Я снял это на конику, которую там за $10 купил. Это вот у нас такое место есть, на эстакада, самая высокая точка в Питере по дороге, такая омега. И она до сих пор как бы просматривается хорошо, почти 15 тысяч просмотров, почти 400 файлов. Сайн-арт. После этого у меня возник такой стиль сайн-арта. Ну вот, собственно говоря, на сегодня, наверное, все, друзья. Не буду вас больше утомлять. Жду от вас комментариев. Надеюсь, что вы дальше будете помогать нам. И откройте для себя новые возможности Flickr. Сегодня все, друзья. Флёныч вам машу пока. Пока, друзья. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить интересные вещи. Ну, носите маски, оберегайте себя и близких. Ну и смотрите Flickr. И Флёныч. Пока.